Послушала видео про 3 вида женственности, поняла, что я второго типа, женщина в животном уровне я сама. Муж за 15 лет со мной потерял свою силу. Деньги в семью несу я. Как выйти из этого сценария? С чего начать? Как помочь мужчине вернуть его силу? О, это всегда приятно, когда женщина проснулась и хочет вернуть мужчине силу. Это великолепно. Это великолепно. Слушай, сложный ты вопрос задаешь. Сложный ты вопрос задаешь. Ну, ты как бы... Мы понимаем, да, как бы стартовые условия такие, что женщина, которая в сценарии «я сама», ну, она, по сути, скачивает с мужчины, выкачивает с мужчины его энергию. Почему? Потому что она не дает ему проявиться как мужчине рядом с собой. То есть, как бы, когда женщина начинает за собой, о себе заботиться сама, да, то у мужчины глубинное переживание, что он как бы нафиг ей не нужен, да. Ну, а мужчина же всегда на теме доказательства сидит. Доказать, что он мужик, да. И главное, как ему доказывать, что он мужик, это не его гладят по головке, говорят, ты мужик, все хорошо. Ты, главное, не беспокойся, ты мужик. Не так, да. То есть главное, как ему может доказать женщина, что он мужик, это доверить ему себя. Доверить ему себя. Здесь возникают свои нюансы. То есть некоторые женщины перегибают палку, да, просто свешивают ножки, садятся на шею, берут это золотой позолоченный хлыстик и говорят, вот я отдала тебе себя, неси меня, держи меня, соломинка, держи. Поехали. Да? Вот. Ну и как бы мужчина чувствует, что им пользуются, что она вышла за его деньги. Вот. Я не это имею в виду. Я не это имею в виду. После этого рождается новая категория мужчин, которые вот так вот с опаской на всех женщин, с ухмылкой, да, что они все продажные, что им нужны только деньги. Вот. Это как бы потерянные мужчины и женщины. Ну, в плане отношений уже мало что можно изменить. Вот. Что я имею в виду? Женщина доверяет себя. Ну, то есть она доверяет заботиться о себе, защищать себя, содержать себя в том числе. Но она за это наделяет его силой, да? То есть, а как она наделяет его силой? Она вынимает внимание из себя, то есть она делает женскую работу. Она дает ему делать мужскую работу, а сама делает женскую работу. То есть она его чувствует. Любовь – это люди боговедущие. Бог – это что? Безограничает целостность. Целостность. То есть она создает эмоциональную целостность. А так как женщина транслирует через себя состояние Творца, она же творит, ну она же рожает, да? То есть она творчиха, грубо говоря. Ей дано совершить акт творения, да? То есть в ней есть состояние Бога, состояние целостности. Поэтому она же ответственна за любовь, да? То есть ей есть откуда взять это. Это дано каждой женщине внутри. Раскрыла она это или нет, но дано каждой. То, грубо говоря, если она свою работу по-женски делает, то она на него начинает, через него начинает пропускать силу этой целостности. Ну, соответственно, тут мужчина распирает. Ну, не на шутку. Вот. А вот те, которые первые, про которых я говорил, они свесили ножки. То есть они что? Они мужчине свой, так сказать, телесный носитель доверяют, да, а работу-то по-женски не делают. Ну, то есть работа в кровати с телом, это же не работа по-женски. Это, ну, это же покупается легко там, за недорого. Вот, в этом нет женской работы большой. То есть, ну, это самый примитив. Вот, основная работа женская – это чувствовать мужчину на животном уровне энергетически, а на человеческом уровне по смыслам информационно, да, эмоционально. Соответственно, если женщина и ножки не свешивает, и работу не делает свою вот эту по-женски эмоциональную, и играет в игру «я сама», то она как бы, ну, не дает мужчине быть мужчиной. Ну, понятное дело, что в этот момент он сливает энергию. Более того, он начинает с ней конкурировать, типа, что ты со мной это соревнуешься? Ты себя содержишь или кто больше заработает, да? Ну, я типа мужчина, я буду больше. Ну, короче, там куча всего начинается. Вот. Значит, как вернуть? Как вернуть? Ну, ключевое, что надо сделать, надо сонастроиться и ощутить своего, так сказать, самца. Самца.
почувствовать его. Ну и, собственно, на этом все как бы вот 100 женщин выстроишь в ряд, свисток, начинаем чувствовать, и все попадают. Как бы, почему? Потому что женщина, которая привыкла заниматься собой, не умеет вниманием вынимать из себя. Привыкла чувствовать себя, свои желания, свой успех, свою элегантность, свою красоту, как она управляет эмоциями, впечатлением там и так далее. А другого человека чувствовать не умеет. Собственно, из этого же и развивается этот сценарий. То есть самое главное, что надо научиться делать, это вынимать кусочек своего внимания, направлять его на мужчину, да еще и в мужчине направлять вот на то самое, да? На что то самое? На то, что движет им. На те смыслы, которые он проживает, и на его движущую силу, на которой он по жизни двигается, живет. Ну, это очень сложно, если этого не делать регулярно. Ну, то есть, когда отвык, это уже сложно. Вообще, как бы, я отвлекусь сейчас на пару секунд, просто чтобы вы понимали. Вселенная, она в состоянии изобилия. В ней все есть. В ней есть здоровье и болезнь, в ней есть счастье и горе, в ней есть деньги и бедность, в ней есть молодость и старость, в ней есть все. В ней есть все. А человек же он по образу и подобию, вы же знаете, там из религии, да? То есть это что значит? Что человек тоже может прожить все. Вы можете прожить здоровье и болезнь, счастье и горе, радость и печаль. Вы все можете. Все дано. Вы же по образу и подобию. То есть все, что может Вселенная, все можете вы. Ну, возникает вопрос. Если у нас есть две матрешки, маленькая матрешка человека и большая матрешка, жизнь, а одинаково как бы выстроены они, то какие энергии из большой матрешки пройдут через маленькую? То есть, какие энергии жизни я пропущу через себя? Ведь во Вселенной есть все. А я-то чувствую не все ведь энергии. Вот я, например, ну не знаю, там условно, энергию болезни чувствую, там энергию здоровья не чувствую. Или чувствую, да? Кто-то не чувствует энергии денег, чувствует энергию бедности. А кто-то не чувствует энергию бедности, чувствует энергию денег. Ну и так, кто во что гораст. Что определяет, какая энергия пройдет через вас? Очень просто. Ту, на которую вы посмотрите. Вот и все. Но главный трюк в жизни, он очень простой. Надо просто увидеть нужную вам энергию и почувствовать ее. Ну, то есть направить на нее внимание, пропустить ее через себя. Как только вы этот трюк делаете, все, что связано с этой энергией, все пройдет через вас. Вот, собственно, это и есть жизнь, да? Находиться в поле жизненных энергий, выбирать своим вниманием, какая вас интересует, направлять на нее внимание, чувствовать ее, пропускать через себя и вместе с ней, как внешнее выражение, да, то есть вы, условно говоря, направляете на энергию финансового изобилия, да, она проходит через вас. Соответственно, в вашей жизни все появляется, что с этим связано. Там, вы открываете свой бизнес, начинаете зарабатывать деньги. Почему? Потому что вы поймали фишку, как работает эта энергия. Кто поймал фишку, может открыть 20 бизнесов. Ну, там 5 закроется, 3 обанкротятся, а 7 там выстрелит, а еще там оставшиеся там подарит кому-нибудь, да, или вместе с кем-то будет делать, делегировать. Почему? Фишку поймал. Кто не поймал фишку, будет заниматься планом, планированием предварительного плана, грандиозного плана, первого тестирования, первой версии рекламной кампании. 5 лет он будет его разрабатывать, потом он поймет, что обстоятельства изменились, план устарел, и он начнет его обновлять. Но так и не перейдет к действиям. Почему? Не поймал фишку. Ему кажется, что планы, что энергия денег работает через планы. Она так не работает. Ну, то есть, схема-то простая. Есть поле энергии. Посмотри на любую, почувствуй, пропусти через себя. Что самое сложное в этой схеме? Почувствовать. Почувствовать. Вот как научиться чувствовать? Самое сложное, на самом деле, самое сложное действие в жизни – это почувствовать. Ощутить, понимаете? Как это вот? Не головой понять. Понимание – это форма чувствования, да? То есть это щупание умом
окружающего пространства, его смысловых компонентов. То есть ум щупает смыслы. Но этого недостаточно, понимаете? То есть надо почувствовать и телом, и умом. И вот это самое сложное. Поэтому то, что тебе надо сделать, тебе надо научиться чувствовать мужчину вообще и конкретно свой экземпляр в частности. И любой успех, понимаете, охота на медведя, то же самое. Надо чувствовать, как живет медведь. Надо знать повадки медведя. То есть, по сути дела, что деньги заработать, что медведя в капкан поймать, это же охота на тип энергии. Да? То есть энергия – это некая сила, которая обладает поведенческими особенностями в пространстве жизни. Вот медведь – это как бы, понимаете, у него есть повадки, когда он ест, когда он спит, где его надо ждать. Если вы все это знаете, вы легко его поймаете. Но для этого надо изучить медведя, понимаете, почувствовать ту силу, которая движет им. Точно так же у твоего мужчины, ну, в каком смысле, как у медведя, у него есть свои повадки. Но не в плане, как бы, где он кушает, где он спит, а в плане, как устроен его внутренний мир. Он же как-то принимает решения, выстраивает оценку обстоятельств окружающих. И точно так же этому надо уделить внимание, почувствовать его. И когда у тебя щелкнет замочек внутри, и ты понимаешь, как это, ну, это для женщины не столько понимание, сколько ощущение, чувствование, да? То есть это не то, что надо сделать головой, это надо почувствовать эмоционально. Когда ты понимаешь, какая эмоциональная палитра, то есть какой аккорд перебирается на струнах его души, да? Какой аккорд его подсознание перебирает на гитаре его души, да? Какие струны оно затрагивает, в каком порядке. Когда ты это почувствуешь, он раскроется перед тобой как человек, и ты будешь говорить с ним на одном языке. И это даст ему ощущение, что его женщина наконец-то дала ему внимание. Что он не один брошенный в этом мире, ни одна баба его не выбрала. Это то состояние, в котором он живет, да? А что он по-настоящему как человек кому-то интересен. И вот через это ощущение, через него пройдет просто река, протечет через него энергии. Это даст ему силу. А тебе это даст состояние, что ты пережила самый крутой женский кайф на свете. Ты ощутила женскую силу, что ты своим вниманием можешь наделять мужчину силой. Это самое крутое, что только может прожить женщина. Когда она научается чувствовать, да, и она понимает, что она своим чувствованием, собственно, своей эмоциональностью, она может вдыхать жизнь в мужчину. Нет ничего более крутого, что женщина может прожить в эмоциях. И это и есть женственность, да? Наделять мужчину рядом своего силой через вот этот механизм. Ну и если как бы оба делают свою работу, то работает вообще огонь просто. Ну а если в плане технологий, то надо сначала прожить целевой образ, чтобы хоть примерно поймать, как это. Да? И потом, ориентируясь на него, регулярно возвращаться в это состояние. Вот. Ну, плюс женский тренинг не помешает пройти, чтобы понять, как это работает в теории.